Строим деревянный дом со стенами из дров поленьев. Дровяной дом своими руками. Метод строительства и кладки стен из коротких бревен поленьев не новый. Он широко использовался еще в конце 1800 года на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу, сохранились до сегодняшнего дня. Строители и наши предки подобные постройки, особенно в южных районах, где дефицит строевого леса, для скрепления кладки из поленьев использовали раствор на основе глины. Поэтому технология получила название глиночурка. Подобные дома у нас стоят с советских времен. Например, целый район под названием Чурочный городок в городе Энгельс. Живут в основном работники лесозавода. Поленья выдавали на отопление, отходы от распиловок и экспорта, а каждому работнику выдавалась лимитка на 10 кубометров. Вот поселок и вырос. Дома прекрасны в эксплуатации, теплые зимой, прохладные летом. В этом доме стены выложены из коротких бревен, поленьев, уложены на цементно-песчаный раствор. Поперек стены, толщина стены 200-600 мм. Раствором скрепляют только концы бревен, а в середину между бревнами засыпают опилки с известью. Для кладки стен могут быть использованы короткомерные и тонкомерные отходы лесозаготовок и деревообработки, обрезки брусьев и досок, или даже колотые дрова поленья. Единственное условие – дерево должно быть сухое, иначе после высыхания дерева в стене могут образовываться сквозные щели. Нарезать поленья и уложить их в стену может любой мастеровой мужик. Стоимость строительства стен такого дома значительно меньше, чем бревенчатых. В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом. Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, могут быть сделаны практически любой толщины. Небольшой компактный одноэтажный дачный дом был спроектирован для строительства по технологии кладки стены из поленьев, которая позволяет построить уютный и дешевый дом. Такой дом органично впишется в природный ландшафт. План дома со стенами из деревянных поленьев. ВД – постирочная для стиральной машины и электробойлера. На площади 72,1 квадратных метров в доме размещены общая комната, разделенные на зоны гостиной, столовой и кухни, 2 спальни, ванная комната и постирочная. Отапливается дом дровяной печью. Камин установлен в гостиной. Вход в дом организован слева со стороны западного фасада. Конструкция дома предусматривает устройство полов по грунту. Стоят такие дома и сейчас. Этот дом построен совсем недавно. Деревянные стены этого дома имеют толщину 600 мм. Каких-либо строительных нормативов по устройству таких стен у нас не существует. Садовый домик, промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе. Хозяйственная постройка, промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе. Технологию можно использовать как дачный садовый вариант для любых одноэтажных построек домов. Бань, гаражей, летних кухонь, стенок, веранды. Для строительства зданий из поленьев применяют 3 конструктивных схемы. Делают деревянный каркас постройки из круглого леса, бруса или доски и заполняют кладкой из поленьев промежутки между стойками каркаса. Выкладывают из поленьев несущие стены. Углы стен связывают между собой, выполняя кладку из поленьев в виде клетки. Дом из поленьев в плане часто делают круглым. Несущие наружные стены дома не имеют углов. Дровяной дом со стенами из поленьев может не иметь углов, быть круглым. Раствор для кладки дров поленьев. Для кладки стен из поленьев рекомендуется готовить раствор следующего состава по объему. Песок промытый 9 частей, мокрые деревянные опилки 3 части,
известь строительная 3 части и цемент 2 части. Компоненты смеси сначала смешивают в сухом виде, а затем добавляют воду. Воду добавляют маленькими пропорциями в таком количестве, чтобы раствор получился полусухим, жестким, менее пластичным, чем раствор для кладки кирпича. Скатайте в руках из раствора плотный шарик размером с теннисный мяч. Подбросьте его и поймайте его на ладонь. Шарик из правильного раствора не должен раскрошиться или расплющиться. Стены из поленьев можно класть и на глиняные растворы. Способ кладки на глиняный раствор часто называют глиночуркой. Для кладки поленьев выгодно использовать более современный состав – теплый легкий кладочный раствор на основе цемента. Такой раствор обойдется дороже, но увеличит сопротивление теплопередачи стены. Для утепления в пространство между поленьями в середину стены засыпают смесь опилок и строительной извести. Одну объемную часть извести смешивают с 12 частями опилок. Известь защищает опилки от насекомых, грибков и плесени. Для кладки стен можно использовать как круглую, так и колотую или пиленую древесину. Для дровяной кладки рекомендуется придерживаться определенного стиля, не смешивая хаотично разные по форме поленья. Круглую или колотую древесину обязательно освобождают от коры. Сделать это легче, если дерево еще сырое. Заготавливают поленья длиной равной толщине стены постройки 200-600 мм. Освобожденные от коры поленья обязательно сушат в поленницах под навесом, скрыты солнцу и ветру. Древесину из леса естественной влажности сушат в поленнице не менее 1 года. Во время сушки поленья уменьшаются в размерах и могут потрескаться. Поленья со сквозными трещинами необходимо расколоть. Технологии строительства дровяного дома. Строительство фундамента и цокольной части дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного дома из строительного бруса. Кладка дровяной стены начинается с укладки на слой гидроизоляции цоколя 2 полос раствора шириной 60-70 мм. Расстояние между наружными краями полос равно длине полена, толщине стены. Высота раствора около 30 мм. Просвет между лентами раствора засыпают утепляющей смесью из опилок и извести. Затем на раствор, слегка покачивая и вдавливая, укладываются поленья первого ряда. Между соседними поленьями составляют зазор около 30 мм. Следующие ряды поленьев укладывают аналогично. Пока раствор не схватится, швы кладки снаружи и изнутри дома расшивают, производят выравнивание и уплотнение раствора в промежутках между поленьями. Выравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм. Для упирания балок чердачного перекрытия и стропил крыши поверху стен укладывают раму из бруса маурлат. Брусья маурлата скрепляются стеной с помощью связи из проволоки. Один конец проволоки закручивают вокруг полена в толще верхней части стены, а другой конец закрепляют на стропиле крыши. Стены дровяного дома можно обшить как снаружи, так и изнутри. Конструкция материала и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянных домов из других материалов, например, из бруса. При строительстве современных домов в холодном климате рекомендуется кладку поленьев в стене выполнять так, как показано на рисунке, в 2 слоя, с воздушными промежутками между слоями. Воздушный промежуток заполняет утеплителем, оковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные поленья на всю толщину стены.